И для начала давайте расчистим нашу сцену, берем все лишнее, все ненужное. Добавляем в нашу сцену круг, circle, количество вершин 12. Приближаем. Переходим в режим редактирования. Клавиши E и S экструдируем и масштабируем вовнутрь. Последовательно нажимаем E, S и мышкой перетягиваем вовнутрь. Это толщина нашей стенки будет. Теперь режим отображения фейсов. Опять выделяем все. Select, Checker, Deselect, P, Selection. Переходим в режим Object Mode, опять же. Все выделено и нажимаем Ctrl-J. То есть эти кирпичи, они у нас объединены теперь, точнее говоря, будущие кирпичи, они отдельные, но они объединены в группу. Это несколько объектов, но они объединены в группу. Теперь опять переходим в режим редактирования, Edit Mode. Выделяем все. И задаем нашим кирпичам толщину. Экструдируем по оси Z вверх. Так, теперь переходим опять же в объектный режим. Добавляем модификатор Bevel. Немножко скруглим наши кирпичи. Сделаем два сегмента. Amount сделаем 0,2. И Type Offset. Теперь сделаем несколько рядов наших кирпичей. Копируем наш ряд кирпичей, Shift-D, и по оси Z поднимаем его. Теперь я хотел бы, чтобы они не совпадали один в один, прям кладка, чтобы не совпадало, а немножко пересекались кирпичи. Что я для этого сделаю? Выделяю этот ряд кирпичей и R Rotation. Вот. И мы видим, да, что у нас теперь кладка кирпичей пересекается. Теперь да, все правильно. Теперь выделяем оба ряда кирпичей, опять же Shift-D, и поднимаем еще. Теперь добавляю еще один круг. Здесь в настройках объекта выбираю тип заполнения Triangle Fan, и у нас получается вот такой заполненный круг. И поднимаю его где-то на уровень вот сюда, по высоте на середину колодца. Клавиша G, по оси Z я его поднимаю. Получается что-то вроде воды или земли, которым заполнен наш колодец. Следующее, добавляю Mesh цилиндр. 32 вершины, так и оставляю. Cap Fill Type делаю Nothing. Так, теперь поднимаю его до уровня воды G.
Так, нужно даже чуть ниже его оставить. Enter. Масштабируем. Окей. Так, теперь scale по оси Z. Я его вытягиваю. Еще раз, пускай вот такой будет столбик. S по оси Z. Вот, пускай. Даже вот так пускай будет. И поднимаю. Переходим в режим Edit. Нет, выделяю сначала, опять же, еще раз столбик. В режим Edit Mode. Режим выделения вершин. Выделяю верхний ряд вершин. Надо убедиться, что все вершины здесь вверху выделены. Курсор to selected. Вот. Нам нужно, чтобы курсор переместился сюда наверх. Почему? Мы добавим сюда UV сферу. Вот. Здесь сделаем 16. Здесь сделаем 10. Уменьшим полигонаж. И теперь нам нужно масштабировать до небольшого шарика на верхушке этого столбика. Добавляем еще один mesh, plane, R90, RZ90. О. Теперь двигаем вот сюда. Это будет наш флажок. В режиме редактирования выделяем две вот эти вершины. И масштабируем их по оси Z. Переходим в режим объектный опять. Добавляем текст. Разворачиваем его по оси X на 90 градусов. Переходим в режим объектный, чтобы нам напечатать то, что нам нужно. И печатаем букву M. Опять же объектный режим. Правая кнопка мыши. Set origin to geometry. Еще раз правая кнопка. Конвертируем в mesh. Передвигаем на середину нашего флажка. И сейчас немножко его проэкструдируем. Переходим в режим редактирования, чтобы немножко проэкструдировать нашу букву. Чтобы она у нас была немножко выпуклой.
что у нас получается. И все, что нам сейчас остается сделать, это перейти в режим отображения материалов и раскрасить наш колодец. Ну, конечно, здесь уже можем подогнать получше наши объекты, масштаб, да, получше сделать. Примерно так. Можем столбик увеличить, сделать побольше. Так, давайте добавим цвет нашему флажку. Пусть будет такой насыщенно темный. Набалдашник пусть будет такой. Сейчас. Набалдашник будет, пускай вот такой. Столбик сделаем таким серым или голубоватым можно сделать. Вот таким можно сделать. Траву можно нашу раскрасить, сделать ее зеленой. Потемнее, да? Прям такой насыщенный зеленый сделаем. И раскрасим также сейчас наши кирпичи. Пускай будут коричневые. Сейчас выделим все ряды кирпичей через Shift. Все ряды кирпичей. Последним выделяем тот ряд, на котором уже есть материал. Ctrl-L, Link Materials. Вот. Получилось вот такой вот колодец с флажком из игры Super Mario.